Приветствую вас, путешественники! В этом видео я хочу рассказать вам про свой 60-дневный мототрип на байке вокруг острова Бали. Я покажу вам самые яркие и красочные места острова. Это будет своеобразный туристический гайд для вас, для того, чтобы, если вы вдохновитесь лететь сюда, вы смогли спланировать свой собственный маршрут путешествия и не тратить драгоценный отпуск на неактуальные для вас локации. Этот фильм довольно длинный, поэтому я буду стараться давать вам полезную, сжатую, ценную информацию. И вы не увидите здесь интервью про успешный успех, инфо-цыганщину, продажу недвижимости и прочих атрибутов для кликбейта типа шок-контента, как здесь все плохо. Бали небольшой остров, по размерам меньше острова Кипр, но достопримечательностей в нем огромнейшее количество. Для удобства путешествия я разбил его на несколько частей. Это духовная столица Убуд и окрестности, столица Денпасар и пляж Кута, полуостров Букит, район Мундук с его озерами и горами, район Амед, столица фридайверов и дайверов, и особнячком это остров Нуса-Пенида с его красивейшими локациями и мантами. Первой точкой моего посещения был город Кута. Это ближайший к аэропорту туристический город. Я прилетел поздним рейсом, в 11:30, мне нужно было переночевать. До Куты я добрался благодаря такси. Если вы хотите сэкономить на такси, я не советую брать его в аэропорту. Пройдитесь 500 метров от аэропорта и при помощи приложения Grab или GoJack закажите себе такси. Утром я прошелся по набережной, позавтракал в кафе за 3,5 евро. Кстати, цена меня и качество очень удивили. Кафе довольно приличное. И я понял, что Кута мне не нравится. Это больше про развлечения, про отдых, про серфинг. И я поехал в культурную столицу Бали. Это город Убуд. Все тем же GoJack такси. Несмотря на то, что Убуд находится в 20 километров от Куты, добирался я туда приблизительно 1,5 часа, потому что дороги все перегружены. И сразу изменилась картинка Бали. Я увидел то, что искал. Это некая магия, которая ощущается, как только ты сюда приехал. Улицы пропитаны благовониями и украшены цветами. Дороги выложены камушками. Уникальнейшая архитектура, не просто каких-то центральных улиц, а каждый дом это уникальное архитектурное строение со своими статуями, со своими дизайнерскими красотами. Сейчас я вам покажу номер, в котором я остановился. В каждом хостеле есть храм. Стоит $10. Вот балкон хороший. Вот. И тут вот такая архитектура. И во дворе гостиницы есть храм. Друзья, хочу вам показать, что можно снять за $10 в сутки. Какое жилье можно снять в городе Убуд, Бали. Вот это такой мини-домик с большой деревянной крышей, высокий потолок. Тут, скажем так, ничего особенного, обычная ванная. Да, тут есть дорожка, галька, можно ходить ногами и каждое утро делать массаж, сушка для одежды и душ. Но главное в этом жилье это, естественно, вид из окна. То есть вот я лежу на кровати и у меня вид на ботанический сад. Торшерчики, но это не главное. Главное это локация. Вот так выглядит домик. И тут можно выходить, лежать на зеленой травке. И тут у нас тропический рай. Тропические красивые деревья разные. Ну, например, вот есть сад. И тут у меня растет папайя. Папайя. Тут у нас пальмы. Тут еще растут деревья. Будут еще сады. Все ухожено, все чистенько, классная энергетика, классная атмосфера.
кокосы растут. Конечно, как бы их срывать не нужно, потому что это хозяев кокосы, может они их продают, но сам антураж очень красивый. Тут есть кухня, столовая. Смотрите, какие статуи. И сейчас мы войдем в этот храм и посмотрим его. Вот у нас храм. А это сам дом хозяев. Тут живут хозяева. Сейчас ближе покажу фрукты, чтобы видно было. Саунцеп. Саунцеп. Далее я пошел прогуляться достопримечательностью под названием Тропа художников или Чампуан Ридж Вок. Дело в том, что в Убуде практически нет мест для прогулок, у них очень узкие тротуары, и вдоль этих тротуаров очень большой трафик мотоциклистов и автомобилей, которые, естественно, с выхлопными газами. И чтобы воссоединиться немного с природой, я пошел прогуливаться этой тропой, длина которой около 3 километров. Сейчас иду по очень интересной, красивейшей локации в Убуде. Это дорога длиной около 2 километра. Она вот так выложена. Здесь нет шума, гамма, машин, мотоциклов. И находится эта дорога на скале, которая находится посередине 2 ущелий. Очень много здесь людей бегают, занимаются спортом, гуляют с детьми. В общем, очень классная локация для релакса, чила. Куриный рамен. Стоимость его до $1. И это все находится в довольно красивом, чистом, красивом месте, что удивляет. Когда я шел пешком после тропы художников, меня подловил уличный продавец и за 100 тысяч рупий, это приблизительно $7, продал мне билет на балийский танец кицак. Он называется Монки Чор, известен своим характерным ритмическим хором, исполняемым группой мужчин, сидящих в круге. В танце кицак нет музыкального сопровождения, только ритмические звуки, создаваемые хором путем повторения одного звука цак в унисон. Сюжет танца часто основан на эпизоде из индийской эпопеи Рамаяна, где принц Рама борется с демоном Раваной, чтобы спасти свою жену Ситу. Танец кицак часто включает в себя живописные движения и драматические моменты, в которых артисты выражают сюжет и эмоции без использования слов. Мне это шоу лично очень зашло, очень понравилось, я с удовольствием досидел до конца. Но пошел бы я второй раз на него, не пошел бы. Но каждому рекомендую один раз его посмотреть точно. На следующий день я пошел смотреть лес обезьян, Monkey Forest. Вход в него 80 тысяч, это приблизительно $5. В Monkey Forest очень крутой храм, выглядит таким древним, сразу напоминает мультик про Маугли, там где было полчище обезьян. Очень красивый храм, друзья, но мне еще больше нравится этот мох. Он как ковролин по ощущениям, то есть он какой-то сухой. Естественно, обезьян было очень и очень много на каждом углу. Это их территория. Только что я видел, как обезьяна в сумке у китайца забрала его таблетки и не отдает. Короче, не такие уж эти обезьянки-няшки френдли. Реально, только что сфотографировала, она такая зубы оскалила. Такая, что-то ко мне подходила, чуть ли не хотела укусить. Очень приятная прогулка, друзья, этим лесом. Невероятный красивый парк в джунглях. Очень приятно. Я нахожусь в Убуд-Палас, но какого-то такого прям вау-эффекта нету. Потому что весь Убуд, каждый частный дом, ну он примерно в таком же стиле. Следующее место после Убуд-Палас в разы интереснее, в разы красивее и свободное от туристов. Вот я вам очень рекомендую это место, потому что оно намного мне зашло больше, чем Убуд-Палас. Вдоволь насмотревшись храмов и впитав их духовность, я поехал смотреть окрестности Убуда. Сарендовал мотобайк Yamaha N-Max за $133 в месяц.
Я сейчас нахожусь на одной из самых главных достопримечательностей Бали, скажем так, визитной карточкой этого острова. Это рисовые террасы. Но хочу вам сказать, что их довольно нелегко смотреть. Конечно, можно зайти в ресторан сверху у дороги и понаблюдать с ресторана вверх, но чтобы их прочувствовать и походить, довольно сложно. Нужно подниматься вверх, вниз. Это практически как подъем на гору. Дорожки, конечно, протоптаны, но это нелегко. Итак, друзья, я немного погулял по этим террасам. Что вам сказать? Райское место. Туристов не так много. И самый кайф ходить вот по этим меленьким дорожкам этих террас. Ты с собой наедине. И, во-первых, красивое место. Во-вторых, такие пейзажи необычные. И ты можешь побыть с собой наедине. Не в толпе толкучки туристов, а раствориться вместе с природой. Так, друзья, я хочу попробовать кофе лувак. Это вот такие животные. Вот такие животные, они кушают кофе, потом выкакивают и из него делают кофе. Окей, друзья, вот мне вынесли дегустацию кофе. Тут есть кофе балийское, кофе с авокадом, кофе кокос. Что сказать, друзья, аромата какашек я не почувствовал. Хороший, очень сильный стронг кофе с кислинкой. Ну, интересный кофе. В Убуде существует огромное количество недорогих кафе-столовых с вкусной, полезной и недорогой едой. Например, это блюдо в Дария Варунг, это рис, салат и кэшью с мясом стоит всего $3. Сейчас нахожусь в Убуде в гостинице. И в этой гостинице, семья, которая владелит этой гостиницей, это их частный дом. И они сегодня собрали свою движуху, всех родственников, всех с гостиницы выселили, чтобы праздновать церемонию. И я, скажем так, напросился, чтобы остался в этой гостинице, потому что мне нравится неплохой номер. И меня пригласили на эту церемонию, сказать, что я могу за ней понаблюдать. И чем мне интересна эта церемония, то что я буду смотреть ее именно как у них это происходит в семье. Не там танец, кицак или что-то еще на улицах, а именно вот внутренний семейный движ, где собрались все родственники. Мне это реально интересно, и мне это так польстило, что меня пригласили. Все с гостиницы выселили, никого не заселяли, а меня пригласили. Сейчас посмотрим. Вся эта церемония называется тару, а бои петухов называются табура. Ставлю ставку на петуха. Вот этого. Минимальная ставка 50 тысяч. Вы представляете, победил петух, на которого меньше всего ставили. А у меня не приняли ставку, потому что на него и так уже было много ставок. И я поставил на более слабого петуха, и он выиграл. Сейчас меня угощают местной самогонкой, делается из риса и сахара. Ну типа как у нас из дрожжей и сахара. Сейчас попробую. Очень вкусная, сладенькая. How it names? The name is Bram. 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 Is national Bali. Bali and Lombok. Bali and Lombok national yeah. samagon. Yeah. Thank you. You're welcome. Ceremony clean the place Yes. about bad spirits. Yes. Right? Yes. Yes. Specially is for our family. Our family. Yes. So all Our families place, yeah. come to you Yes. and celebrating this Yes. Yes. That we calling tupeng. tupeng. Yeah. Tupeng dance. Yeah. That's and tabura. That's the fight. Fight of fight. chicken. Fight of Yes. chicken. This is including. Друзья, я сейчас нахожусь в храме Пура Титра. Он был построен в 962 году в честь бога Вишну. Это очень популярный храм, потому что тут есть источник, святой источник. И по индусским верованиям он
исцеляет не только от физических болезней, но и от духовных. Но я думаю, что это не просто поплавать, к этому нужно еще подойти и головой, и телом, не просто так купаться, потому что место действительно святое, ну, по количеству людей, и как тут все находится, это видно. Так, друзья, вот он, святой источник, с другого ракурса. Здесь бурлит из-под земли, и это хорошенько видно. Большая часть залов здесь только для верующих, поэтому туда не пускают. Ну как не пускают? Это не то, что там охрана стоит с автоматами на входе. Ну, просто написано, что не нужно туда ходить, если вы не этой веры. Храм состоит из нескольких частей, не только там, где святой источник. Ноги надо прикрывать, поэтому все входят в юбках, их раздают при входе. Очень интересный храм, друзья, красивый. Вообще мне здесь очень нравится, потому что, как я выехал 10 километров от Убуда, начались настоящие села, начались перепады, горные серпантины, и здесь уже ощущается меньшее влияние туризма, и люди сами тоже такие не туристически ориентированные, то есть не хватает тебя за руки, за ноги, ой, мороженое, ой, кофе, ой, давай туда, ой, давай тур, и вот эта атмосфера, она очень классная. Ну и они даже какие-то такие менее доброжелательные, вот я заметил на их лицах, они не сильно там улыбаются, как в Убуде или... Я сейчас нахожусь на кофейной плантации, где буду пить кофе лувак. Вид очень красивый. Какая проблема есть, чтобы попить это кофе? То, что ты не можешь прийти и сказать, я хочу просто выпить кофе лувак и смотреть на эту красоту. К тебе подходят, спрашивают, с какой ты страны, как тебя зовут, как вот еще просто выпить кофе и все. Представьте ситуацию, вы хотите попробовать кофе, а к вам присаживаются два чувака или один чувак и рассказывают вам всякую ерунду. Вот, у нас есть та презентация, вся презентация, мне это не надо. Вот, просто выпить кофе. Но что я вам скажу, я снял гостиницу, и у меня в гостинице тоже есть кофе лувак, которое бесплатно. Просто бесплатно. Ты можешь пить и отпиться. И оно такое же самое. Вот так, друзья, выглядят зерна из животного лувака. А это их жарят на специальных дровах. Pour hot water, stir it, and let it settle, and you can drink. Тут, друзья, также много всякого рода качелей. В общем, поездки на ферму вы можете уделить целый день. Тут есть и аттракционы, и плантации. И пить кофе, смотреть на этот прекрасный вид. Я сейчас нахожусь в храме Таман Аюн. К сожалению, внутрь туда не пускают, только вокруг можно обойти его и посмотреть. А по периметру храма находится канал с водой. Кроме самого храма, тут еще можно погулять по ухоженному парку. Это Боронг, традиционный балийский мифологический персонаж. Он изображается как добрый дух в виде льва. Боронг считается символом защиты от злых духов и бедствий. Он борется со злыми духами, символизируя победу добра над злом. На Бали очень много живописных, красивейших, мощных водопадов. Я держал дорогу в комплекс храмов Пура Бисаких и по дороге заехал на этот чудесный водопад. Я нахожусь возле храма Пура Бисаких. Довольно огромный храм, большой по территории, красивый, но туристов вообще ноль. Я практически не вижу ни одного туриста здесь. Такой красивый подъем и вот такие красивые ворота. Я бы не сказал, что это один храм, это комплекс храмов. Очень их много, сосредоточено в одном месте. Хорошие, очень красивые места.
Очень классная энергетика, но как-то туристически не обустроена. Как-то непонятно, где покупать билеты, куда идти. Вот такой, друзья, красивейший храм. Он находится под наклонной к подъему к вулкану, поэтому поднимаешься постоянно вверх. Вот забрался на самую вершину. И тут красивейший вид с вулкана. Вот такой, друзья, большой, огромный храм. Самый большой или один из самых больших на Бали. Невероятно классная энергетика, когда здесь нету туристов. И нету людей, которые предлагают тебе там сарендовать сари, или там билет, или еще что-то, воду, там шахматы купить деревянные. Вот это реально кайф. Вот дерево, Канто-Лампо, соответственно, и водопад назван в честь его. Сейчас я поднимаюсь в противоположную сторону водопада, чтобы посмотреть на него с горы. Также тут есть некая пещера, так что вдвойне полезно и водопад посмотреть, и в пещеру зайти. Это, друзья, заглавная картинка этого места, то, ради чего я приехал и увидел на Google достопримечательностях. Вот такая пещера. Посмотрим, что внутри. Ну, а тут, друзья, места поклонения. Здесь у нас красивые ванны, купальни, коих на Бали я встречал очень много. Друзья, еще одна достопримечательность. Посмотрите, какое красивое дерево, огромное просто. Тут у нас остатки, археологические камни. Перед вами водопад Теге-Нунган. Я не скажу, что это самый красивый водопад Бали, но точно он очень популярный. И это яркий пример того, как балийцы смогли благодаря одной достопримечательности организовать хороший бизнес вокруг. Открыв по всему периметру рыночки, лаунж-клубы для отдыха, а также этот великолепный прозрачный мост. Вулкан Батур. Целый национальный парк. Но хочу заметить, что въезд платный. Причем не к вулкану, не в какой-то национальный парк, а просто по дороге едешь по обычной трассе. Сегодня я совершаю восхождение на вулкан Батур. Вот он. Вулкан, конечно, не особо высокий, 1700 метров, но я вам скажу, наверное, сложнее добраться до подножья вулкана, отбиваясь от гидов, чем на сам вулкан. Как я от этих гидов отбился, со мной вместе поднимается индонезийская девушка. Selamat datang di Puncak Batur. И она говорит, we're not just tourists, we're local people. Are you local? Yeah, I'm local. Сама тропа, друзья, не такая сложная, выложена ступеньками в вулканических камнях, но все же нужны обязательно ботинки. По пути восхождения нас окружают великолепнейшие виды на озеро Батур и другой вулкан. Виды просто великолепные. Такая идиллия с природой невозможно передать словами. Я поднялся на вершину Батура. Вот уже видите, кипит лава. Тут обезьяны. Вот они, малыши, ходят. Смотрите. Видите, передвигается. Вот, друзья, отметочка 1717 метров. Но это еще не топ. На топ мы сейчас поднимемся вот туда. Там есть смотровая площадочка. Вверху Батура есть храм. Вот такой, друзья, красивый вулкан Батур. Невероятный новозеландский вид, как будто там какие-то домики хоббитов. Очень счастлив, что поднялся на этот вулкан. Благодарен ему, что он меня пустил. Нету ни ветра, ни дождя. Солнце не сильно припекает. Ну, единственное, что тучки, но они создают свой красивый антураж. Я сейчас прогуливаюсь вот по такому ребру кратера.
вдоль вулкана, такой себе хайкинг. И вот сейчас пройдусь вот по этой вершине и спущусь с другой стороны. Это теплый пар. Возле него тепленько. Я думаю, если бы тут жили коты, они бы грелись возле этого пара, облепили бы его. На обратном пути чувствую себя спускающейся лавой. Хорошо, что я этой дорогой не поднимался. Я бы ей реально не поднялся, потому что я бы скользил вниз постоянно. Вот, поэтому, когда будете подниматься, будет развилка. Направо вы идете по нормальной дороге, камни и ступеньки. О, красивые, друзья, вулкан Батур с видом с озера. Вообще чудесное озеро. Классный вулкан, приятная атмосфера. Очень всем рекомендую посетить. Дальнейшее мое путешествие было на полуостров Букит. Эта часть кардинально отличается от всего Бали. Это скалы известнякового типа, и, соответственно, тут абсолютно другая природа, как будто ты попал вообще в другую страну. Отличается все, растения, отличаются пляжи, они более белоснежные. А также какое-то такое настроение, как будто ты поехал на какой-то курорт. Хотя Бали, он как бы весь курорт, но все равно ты себя ощущаешь, как будто ты выехал за город и находишься в курортной зоне. Нахожусь в парке Гаруду Вишна Кинчана. Очень красивый парк, много интересных статуй. Все тут красиво, чисто убрано. Но самое для меня красивое, как вырезаны скалы. Зашел внутрь, а чтобы подняться на самый верх, нужно покупать отдельные билеты. Но что-то мне не хочется туда идти, такая жара, нет настроения. А тут есть всякие экспонаты. И все-таки мне больше всего понравилась не статуя, а вот эти камни. Хотя сама статуя тоже очень красивая. После осмотра этого великолепного парка я поехал изучать пляжи полуострова. Но, к сожалению, они все платные, начиная от $3, и некоторые пляжи есть до $10. Я сейчас нахожусь на полуострове Улувату, спускаюсь на пляж Баланган. Я вам скажу, тут природа кардинально отличается от всего Бали. Этот полуостров, он какой-то другой, у него другие виды, у него другие скалы, у него белоснежный песок, но как белоснежно-желтый, но я имею в виду, что не вулканический, не черный. И как будто я попал вообще на другой остров. Очень красивый пляж, очень красивый, мягкий, прекрасный такой крупнозерный песок. Но я отъехал буквально там полчаса от обычной территории, где в Убуде жил. И, кстати, я еще заметил, друзья, тут практически нет мусора. Не то, что практически, его вообще нет. Улувату это, конечно, любовь с первого взгляда. Такое разнообразие скал, пляжей, очень красивая природа, бирюзовая вода. Вот такие красивейшие известняковые скалы и лазурно-молочная голубая вода. А внизу там плавают черепашки. Очень много черепах. Как они выдерживают эти волны, я не знаю.
но виды сумасшедше красивые. Обезьяна забрала очки. My bad. Пытаются ей дать и бананы, и все, чтобы она их и упустила. Так что вот вам лайфхак. Как вернуть вещи, если у вас забрала их обезьяна? Нужно надавать ей всяких вкусностей, чтобы у нее просто не хватило рук и ног для вещей. И сейчас девушка отблагодарит, даст 1 миллион рупий этому индонезийцу. Неплохой бизнес. Мало. Хочет больше. Thank you. Я нахожусь в храме Пура-Улувату. Сам храм не сильно, как по мне, выдающийся в плане архитектуры, но его расположение на утесе и места, которые можно погулять благодаря посещению этого храма. Вот такая дорожка прогулочная. Сейчас гуляю по пляжу Ням-Ням, назовем его Ням-Ням. И он неимоверно красивый, такие зеленые горы, прям зеленые-зеленые. И песок сочетается вместе с камнями. И идти по нему, я не знаю, может час. Друзья, очень нравится Улувату. Я иду, абсолютно безлюдные пляжи, шикарные, вот закат красивый, зелени немерено, полно, песочек, камушки, прозрачная вода. Народу нету как мух перезаполненных пляжей. Просто уникальное место Улувату, я его люблю. Я из пляжа Ням-Нянг дошел до пляжа Нунгалан. Вот тут такие остатки от кораблей находятся. И пройдя столько по пляжу, я сэкономил 5000. Это один из самых красивых и популярных пляжей Меласти. По цене он тоже один из самых дорогих за вход. Интересен он тем, что помимо своей красоты, волны не доходят до его берегов, потому что разбиваются о камни. И, соответственно, в нем образуется куча маленьких ванночек, где вы можете киснуть, при этом не боясь огромных волн. А это второй по популярности пляж под названием Пандава-Бич. Тут волны также не доходят до берегов, вы можете спокойно плавать, наслаждаться купанием, не бояться огромных волн, но наиболее интересно для меня то, что тут есть рыбаки и можно за небольшой ценник отведать в ресторане свежей рыбы. Сейчас иду посмотреть на пляж Нуса-Дуа, но сама Ария мне очень нравится. Тут как бы такая полузакрытая территория, въезд по шлагбауму, куча отелей классных и, соответственно, вся территория ухоженная. Пляж практически пустой, без волн, идеальный штиль. И тут есть два полуострова. Вот один на заднем фоне, и сейчас я иду на второй. Там есть достопримечательность под названием Waterblow. Нахожусь сейчас на острове возле пляжа Нуса-Дуа. Этот полуостров очень красивый и ухоженный. Поездочка хорошая, просто сегодня с погодой не фартит. А так, когда едешь, видно вулканы, горы. Очень красиво. Итак, друзья, я добрался до острова Нуса-Пенида. Сразу скажу, что тут, в отличие от Бали, такое немного село, нету движа, но я ради этого сюда и приехал. И в отличие от Бали, здесь цены на жилье значительно меньше. Вот, например, вот это бунгало, целый домик, стоит $14 в сутки. Давайте его посмотрим ближе. С кондиционером, со всеми делами. Абсолютно новый номер. Большая кровать. Деревянная высокая крыша. Шкафчик. В общем, райское место. Мне уже нравится. Я уже прям забронировал на 2 дня в отеле, но уже на еще один продлил день больше. Тут так классно. Волны не такие огромные. Спокойная вода. Вообще очень спокойная. И вид на вулкан Агунг — это что-то потрясающее. Невероятно красиво. Сидишь, пьешь кофеек с таким расслабленным стилем, морем и смотришь на вулкан. Так, моя первая достопримечательность сегодня на острове Нуса-Пенида — это скала и пляж
Терекс. Вот такая красота. Спущусь сейчас вниз. Хочу ощутить мощь этих волн. Спуск, скорее всего, не из легких, поэтому буду закладывать часа 2 времени. Вот иду по хребту Терекса, жара неимоверная, очень жарко. Дорога очень узкая, крутая, и помимо этого пробки из людей. Не видно с этого пляжа, что это скала Терекс. При таких волнах купаться очень опасно. Можно только что разве чуть освежиться. Место называется Тембеллинг Бич и Форест. Очень тяжело сюда добраться, ужасная дорога, наклон, разбитая, но вот встречает вот такое, скажем так, ванная назовем ее, бассейн такой. И посмотрим теперь сам бич, пляж и Форест. Нахожусь на пляже Broken Beach. Очень красивый пляж, точнее пляжа нет, тут скалы. И волны, когда они разбиваются, подпрыгивают аж до самого верха. Ну вот примерно сейчас вы видите. Вот, друзья, это бухта с огромными мантами. Второй красивейший пляж острова Нуса-Пенида называется Diamond Beach. Свое название он получил из-за того, что его скалы образовались в форме бриллиантов. На него намного легче спуститься, чем на пляж Терекс, но купаться на нем или просто там загорать, чилить вообще нереально, потому что пляж не широкий, волны огромные, сильные, и они прям прибивают тебя к стене этой скалы, поэтому нужно быть очень аккуратным. А вот пляж Crystal Bay Beach как раз предназначен для того, чтобы можно было отдыхать, лежать, чилить на лежачке, смотреть на лазурную воду и наслаждаться красивыми зелеными видами скал. Если вам больше нравится лежачий отдых, этот пляж для вас. На этом моя обзорная экскурсия по острову Нуса-Пенида закончилась, и я выдвинулся дальше смотреть остров Бали. Но я не закрыл гештальт поплавать с мантами, поэтому на Нусу-Пениду обязательно я вернусь. Я нахожусь в архитектурном комплексе Тарман Герса Коса. И тут, кроме самого
водного дворца есть еще музей. Находится все это в городе Самарапура, но в принципе кроме этого дворца и темпла смотреть больше тут нечего. В целом необычный музей, посмотреть интересно. Дворец, друзья, называется Таман-Унджунг. Сейчас поднимемся и посмотрим на этот дворец сверху. Вокруг мостика красивейшие сады. Дворца особо ничего интересного. Вот при выходе из дворца еще приятнее мостик. Очень красивый. Друзья, очень приятное место. Тут так классно гулять по этим мостикам. И еще раз подчеркну, туристов 0. И ты растворяешься полностью с этой природой и с этой водой. Тебе так хорошо на релаксе ходишь. Хочу вам показать рум-тур апартаментов, которые можно снять вне сезон за $13 в сутки. Итак, начнем с главного. Главное это, конечно, терраса огромная с видом на рисовые террасы. Также эти рисовые террасы можно наблюдать не только со своих апартаментов, но и плавая в бассейне или занимаясь статикой, если вы фридайвер. Ну, наблюдать вы, конечно, не будете. Далее, сама комната тут имеет прозрачную стену, огромную двуспальную кровать, все столики, все есть, кондиционеры и приятный душ под открытым небом с горячей водой в балийском стиле. Вот такие раковины под дерево. Вид. Вот такая красота. Рай. Реально настоящий рай. Сегодня прекрасное балинезийское солнечное утро. И пока солнце, нужно ехать в путь, пока не пошел дождь. Но мне сегодня очень нравится, потому что вулкан открыл свою шапку, тучи рассеялись, и можно пить кофе и наблюдать за ним. Я сейчас нахожусь в очень необычном храме, называется Водный дворец Тирта-Нанга. И выделяется он тем, что здесь много воды, и можно вот так ходить по водным ступенькам среди статуй. Такая, друзья, красота. Сейчас пройдемся и прочувствуем их. И тут еще плавают вот такие большие рыбы. Огромные. Первое, чем мне понравился больше всего этот храм, то что когда я к нему подъехал, на меня, как обычно, не налетело 1000 людей с предлогами: купи сари, купи кофе, купи бусы, купи то, купи сё. Мы тебе покажем, гид, проводник. Просто подошел в кассу, купил билет. И на спокойных ходишь и наслаждаешься этим прекраснейшим храмом. Вот уже на старте тут классно. Ну и второе, естественно, он уникальный, водный храм, поэтому глаза наслаждаются. Очень классные, друзья, ощущения. Храм великолепный и уникальный. Друзья, чем дальше от цивилизации, тем прозрачнее вода, она уже даже становится лазурной, меньше волны. Я сейчас нахожусь в храме Перетанан Аюнг Лимпуянг, если я правильно произнес это название. Храм очень красивый, находится на высокой горе, но самое интересное здесь не сам храм, хотя он такой огромный, большой, красивый, а вид ворот на вулкан. Вот такие ворота красивые, и когда входишь в ворота, видишь вид на величественный вулкан и на зеленый ковер
Вот сейчас, друзья, из зеленого ковра видно, как поднимается миллион костров. Это люди палят мусор. Далее я отправился в мое любимое место на Бали, где бы я хотел пожить, именно не путешествовать, а пожить. Это мекка фридайверов и дайверов, село Амед. Но не только из-за подводной темы оно мне нравится. Только в Амеде я чувствовал себя как-то вот по-домашнему, что я дома. Отсутствие жесткого туристического трафика, теплое ласковое море, без больших волн, красивейший подводный мир и вид на величественный вулкан Аугунг. Все это создавало такую приятную картинку, что я решил сделать паузу в своем путешествии и остаться тут пожить целую неделю. В Амеде я жил вот в таком курином домике. Хочу показать шоурум этого места. Ну, самое главное, это, конечно, придомовая территория. Вот эта зеленая трава, по ней классно ходить босиком. Вот такие пальмы высокие. Очень красиво. И плюс сам куриный домик. Я всегда как бы мечтал жить в деревянном доме, потому что это максимально природно. Стоит он недорого, $10 в сутки. Тут есть столик, можно поработать за ноутбуком. И большущая двуспальная кровать. Но когда один живешь, ну вообще в кайф. Вот. Но несмотря на то, что этот домик, скажем так, куриный, он оборудован современным кондиционером, хотя я его ни разу и не включал, и оборудован теплой водой. А фишечка в том, что душ прям как на улице. В целом, из всего, где я был на Бали, Амед для меня сейчас пока что номер один, потому что тут есть относительно чистый океан, относительно. Вот галька, по которой можно ходить, тут можно нырять, тут есть коралловые рифы и недорогое жилье, но что самое главное, оно в принципе везде есть недорогое жилье, но здесь оно в тишине. То есть я слышу там животных, сверчков, там курей, но нету такого шума мотобайков, как, допустим, даже в том же Убуде. Я уже не говорю о Кутте, Чангу и прочих популярных местах. Нахожусь сейчас на пляже Амед. Среди всех пляжей пока что он на первом месте. Конечно, он не без грязи, но это нормально для Бали. Я на это внимание не обращаю, мне комфортно. Я просто это принял как факт. Такое, где есть все кухни, фрукты и, в принципе, все, что нужно для комфортной жизни. Но самое главное, тут красивое и не супер мощное море. Волны спокойные, и можно заниматься снорклингом, фридайвингом, просто нырять. Какие опасности могут быть в номерах, арендуемых даже на первой линии моря, казалось бы, недешевые номера. Вот мои друзья сарендовали номер, и вчера был сильный ливень, кое на Бали постоянно. Видно, дошло какая-то критичная точка давления дождя и прорвало крышу. Вот такой красивейший храм находится на воде.
на озере, а озеро находится внутри кратера или кальдера. Храм уникальный и великолепный, но много туристов. Я нахожусь во втором Monkey Forest, который не возле Убуда, надо чуть проехаться. Он уже нравится больше, потому что тут нет толпища туристов, сюда добраться относительно тяжело. Чувствуется вот такая какая-то заброшенность этого места, как действительно из фильма «Маугли», там где было царство обезьян. Приятно спокойное релаксационное место. Тут есть поросший мхом заброшенный храм, очень красиво. Ну и, естественно, обезьянки все тут оккупировали. Очередной водопад, друзья. Вот такая к нему красивая, красивейшая дорога. Водопад неимоверной красоты, большой, мощный, чувствуется его мощь. Сама локация очень крутая, но спускаться вниз тяжело, подниматься вверх еще тяжелее, но приятно. Поэтому, если едете сюда, рассчитывайте его так смотреть долго, чтобы ваши визуальные эмоции окупили вашу энергию, затраченную. Друзья, вот такие невероятные водопады, такая невероятная зеленая природа, как будто я переместился в парк южного периода, и сейчас тут будут летать птеродактили и ходить динозавры. Друзья, нахожусь в горах, всегда мечтал увидеть, как растут дурианы. И вот мечта сбылась. Они растут на деревьях. Я остановился в частном доме у индонезийцев, называется регион Джамбо, потому что было дождливо, и я как-то не хотел дальше по дождю ехать, искать хомстей. Что я вам хочу сказать, с местными можно прям в лоб договариваться, сарендовать жилье. Стоило это 100 тысяч рупий, это примерно в 2 раза дешевле, чем другие гостиницы. Естественно, оно не так оборудовано классно, как гостиница, но в принципе, по большому счету, я был в большой комнате. Сейчас, друзья, прохожу к самому высокому водопаду на Бали, называется Гигит или Джиджит. Он идет, вход вот через такие ворота, классические балийские в храмах, которые используют. И я еле пробился через полчище продавцов здесь. Сейчас я нахожусь в селе Мундук и остановился я здесь ради множества водопадов. Очень классное место, красивые зеленые горы. Снял вот такой номер в гестхаусе. Ночью было очень тихо. Друзья, очень красивый Мундук, прям невероятной красоты. Посмотрите, какие облака, какие горы. Сейчас, друзья, иду к водопаду Мелантинг, но суть не в самом водопаде, суть в том, какая тут природа и что ты видишь по дороге к этому водопаду. Она очень красивая. Как вы поняли, друзья, Мундук это в основном про водопады и про хайкинг к ним. Тут можно целыми днями гулять вдоль речек и наслаждаться этими зелеными рощами. А также здесь достаточно хорошо развиты сети кафе,
Единственное отличие от всего остального Бали, то что вы, ужиная в них, смотрите не на пробку с байками и автомобилями, а на эти великолепные зеленые горы. И последний водопад, который я посмотрю в селе Мундук, называется Лабуан Кебо. Вообще мне очень нравятся водопады, потому что стоимость их от 10 до 20 тысяч. А Golden Valley, например, вообще бесплатный, там просто за донаты в кафешку. Можете донатить, можете не донатить. Дороги к водопадам все высажены красиво. То есть ты понимаешь, что тут проделана работа. Очень все ухожено, красиво. И бетонные ступеньки сделаны. И даже для пенсионеров будет легко. Довольно очень мощный водопад. К нему подойти сухим невозможно. Сразу становишься мокрым. Посещаю новый храм Брахмавихара Арама. Я видел похожие фотографии на Яве, я еще туда поеду, но чтоб на Бали вот такое было, я не видел. Очень красиво. Внутри храма большая тишина, никто не разговаривает, все медитируют. Очень интересный храм, сочетает в себе и буддийские, и индуистские, и балийские мотивы. Похожих на Бали я не видел. Сочетание, скажем так, яванских с таиландскими храмами. Я уже потихоньку по кругу объехал все Бали и возвращаюсь в сторону Денпасара. Ехать я буду сквозь красивейшие виды и вдоль побережья, поэтому сейчас будет много пляжей и сама столица Денпасар. Все эти пляжи плюс-минус похожи друг на друга. Они имеют черный вулканический песок и огромные сильные океанские волны. Поэтому для купания они подойдут вряд ли, больше подойдут для серфинга, либо для просто прогулок по ним. Пляжи практически пустые, не загромождены толпами туристов. Поэтому тут есть такая услуга, как можно кататься на мотоциклах, а также на квадроциклах. Скорее всего, есть специальные агентства, которые предоставляют эти услуги. Очень радует то, что большинство этих пляжей бесплатные. Итак, я уже у главных ворот входа в Танах-Лот. Очень красивый храм, но, к сожалению, туда не попасть. Сегодня погода плохая, и вообще я считал, что туда не попасть. Но понаблюдать со стороны интересно, и тут хорошая территория, именно прогуляться, посмотреть на волны, на скалы, ну и, естественно, на закат, который сейчас подожду. Если тушки рассосутся, может, повезет, посмотрю на закат. Храм на океане Танах-Лот как-то меня не впечатлил. То ли я уже наездился и насмотрелся всех этих храмов, то ли общая сказалась усталость путешествия. Может быть, потому что туда не пускают. Есть, конечно, всякие туристические приколы, что ты проходишь какую-то там церемонию очищения и тебя пускают. Но, находясь там, я не видел ни одного человека, который бы туда попал. Танах-Лот хорошее, интересное место. Есть где погулять, есть второй храм. Но прям чтобы я был в экстазе от этой достопримечательности, такого не было. Я нахожусь сейчас в парке Денпасара возле Баджра Сандхи монумента. Вот он. И я вам скажу, что специально ради этого монумента ехать сюда не стоит. И вообще Денпасар — это большая мотоциклетная клоака, где от выхлопных газов я угорел. И ради того, чтобы прийти в себя, я остановился в этом парке. Поэтому посещать Денпасар не стоит ни в туристических целях. И даже если вы что-то можете решить по месту, не надо сюда ехать.